и руками он будто бы хотел обнять меня. Я прям помню, как у меня трясутся руки. Всем привет, дорогие друзья! Меня, как всегда, зовут Ната, и добро пожаловать в новое видео. Что ж, сегодня вас ждет интереснейшая криповая история из реальной жизни. А если вы хотите, чтобы я рассказала вашу историю из вашей реальной жизни, какую-то страшную ситуацию, которая случалась с вами, то, пожалуйста, пишите мне комментарии под этим видео, либо мне в директе Инстаграма. Также напоминаю, что даже если история не моя, я буду ее рассказывать от первого лица. А мы переходим к истории. Итак, мне было где-то около 16 лет. Я довольно низкого роста, но мне всегда казалось, что в то время особенно я выглядела довольно-таки взрослой. Так как особенно в тот период я очень много красилась и ярко одевалась. Мы, кстати, жили за границей. В общем, мой папа жил за городом в частном доме, а мы с мамой жили в городе в квартире. Они уже давно были в разводе так-то. Тем не менее, мы все были в очень хороших отношениях, и практически каждые выходные я приезжала к папе в его загородный дом. По крайней мере, старалась это делать почти каждые выходные. Это не так важно. Дело скорее в том, что именно из-за этого каждые выходные я ездила на электричке. Ехать туда было где-то минут 40, и, господи, чего я только там не повидала. И вот в очередной раз, когда я уже ехала от папы, я сидела в электричке и заметила, что спереди меня, где-то через два ряда сидений, сел какой-то парень. Людей в вагоне было не очень-то много, время уже было довольно позднее. Я хоть и не особо обращала внимание на то, кто там заходит или выходит из поезда, но этот парень как-то привлек мое внимание. Я сидела в наушниках, слушала музыку, как вдруг стала чувствовать, что на меня будто бы кто-то смотрит. Смотрю я вперед на этого парня, и он действительно смотрит прямо на меня, причем пристально и не отрывая глаз. Я пару раз взглянула на него, так как мне было попросту неловко как-то и неприятно. Но я была не из трусливых и решила себя как-то не накручивать. И вообще сначала подумала, что, может быть, он думает, что я какая-то знакомая его, может, ему кто-то кажется. Извините, у меня камера падает сама. Какой вот профессионализм. Я надела капюшон, отвернулась от него и пыталась просто не обращать внимания. Я его не особо как-то рассматривала. Вышла на своей станции, и все было как обычно. В общем, где-то через неделю я вновь отправилась к папе. Естественно, я и подавно уже забыла о том мужике. Сижу в электричке и смотрю вдруг перед собой, а там сидит тот же самый мужчина. В этот раз я решила хорошенько так его разглядеть. Причем сидел он опять ровно в 2 рядах передо мной. Сам мужчина, если честно, не то чтобы был похож на какого-то маньяка в моем представлении. Он был одет в такую голубую рубашку с темно-синим пиджаком. Выглядел скорее как какой-то офисный работник. Мне кажется, он выглядел лет на 30, может быть 35, при этом уже с залысинами. Но я очень хорошо запомнила его большие, пугающие голубые глаза. Мне кажется, что они были голубыми, на самом деле не точно, было довольно далеко. Мне уже начало становиться немножечко не по себе, но я все пыталась себя как-то успокоить. Я думала, может быть, это какое-то совпадение, может быть, это вообще не он, ведь первый раз я его особо не рассматривала. Или, может быть, у него какое-то расстройство, какое-то заболевание, поэтому он так смотрит в мою сторону. Я немножко боялась, что он подойдет и начнет со мной разговаривать, или будет приставать, или еще что хуже, или пойдет меня преследовать, но ничего абсолютно не произошло. Я вышла на своей станции одна, как мне показалось, хотя я всего 1 раз обернулась. Приехала к папе, и все было нормально. У папы мы покушали и пошли выгуливать собаку в лес. У него была такая большая лайка по имени Джесси. И, в общем, я игралась что-то с ней, с мячом, и как-то так получилось, что мяч улетел далеко в кусты.
И почему-то Джесси не хотела бежать за мячом. Как мы ей не говорили, она просто стояла в упор, поэтому за мячом пришлось идти мне. К тому же она периодически просто стояла там и лаяла на кусты. Я подумала, ну мало ли что не бывает с этими собаками. Пошла через такую небольшую поляну в эти кусты, нагнулась, взяла мяч, поднимаю глаза и вижу, что за этими кустами, совершенно неподалеку от меня, стоит тот самый мужчина. Это точно был он. Он стоял хоть и не совсем близко возле меня, но его силуэт и его лицо я запомнила очень хорошо. Он смотрел в мою сторону. Я так ужасно испугалась, что аж закричала и быстро убежала оттуда. Я прибежала к папе и рассказала ему все ситуации, которые были. Он начал тоже за меня переживать, и мы пошли вместе посмотреть за кустами, не стоит ли он все еще там. Но там никого не было. И так как я находилась в каком-то ужасном стрессе, папа попытался меня как-то отвлечь, и, если честно, в ту ночь, мне кажется, я так и не уснула. Но мы даже не думали, чтобы там пойти в полицию или еще что-то. Папа сказал понаблюдать, и если вдруг я увижу еще раз того мужчину, он с ним разберется, или мы вызовем полицию. На утро меня папа отвез домой на машине. Если честно, еще какое-то время я не хотела ездить на электричке самой. Но через пару недель, когда все эти ситуации немножечко подзабылись, я поехала сама, и все вроде как было как обычно. И через какое-то время однажды мне пришлось поехать к папе в пятницу вечером, а не в субботу, как обычно, так как моя мама уезжала в командировку, и ей попросту не было с кем меня оставить. Не столь важно. В общем, после школы в пятницу, часов в 7 вечера, когда уже было темно на улице, я села в электричку. Опять этот дурацкий поезд, абсолютно никого в моем вагоне и полная темнота за окном. С самого начала у меня было какое-то неприятное предчувствие, будто бы я знала, что что-то должно случиться. Я даже не хотела никак оборачиваться и смотреть по сторонам, потому что я боялась увидеть там того самого мужчину. Папа заверил меня, что все будет нормально, и он меня заберет у вокзала. Как это всегда и происходило, но в этот раз, когда я вышла из поезда, папа очень опаздывал. Там то ли пробка была, то ли что, непонятно. Хотя в такой местности пробка это весьма необычно. И мне пришлось немножко пройти по улице. И там и днем-то было страшно идти, что уж говорить про вечер. На улице очень мало фонарей горело. Там всего было пару человек у вокзала, а на самой улице вообще никого, мне кажется. Остальные, мне казалось, будто бы уже легли спать, хотя еще было не так поздно. А также там был ужасный темный переулок, где вообще не было света. В общем, я шла к этому переулку очень быстрым шагом. Заворачиваю за угол и резко сталкиваюсь лицом к лицу с этим самым мужиком. Самое страшное, что в руке у него был нож, и весь он был будто бы в крови или в чем-то красном, все в том же самом костюме. Также пристально смотрел на меня и улыбался в этот раз. А также он произнес имя Элечка. Он сказал что-то в стиле «Элечка, это ты? Иди сюда». Что-то такое. И руками он будто бы хотел обнять меня. Я до смерти испугалась и очень быстрым шагом побежала обратно к вокзалу, сразу же попутно звоня папе. На вокзале было хотя бы пару человек, поэтому было не настолько страшно, плюс там горел свет. Он примчал как только смог, и я ему сразу все рассказала. Я была уверена, что это тот же самый мужчина. Вроде бы этого мужчины больше не было на горизонте. Я прям помню, как у меня трясутся руки. Я бегу и звоню папе. Папа сказал, что нужно пойти и написать заявление в полицию, и мы так и сделали, по-моему, на следующий день. И, наверное, где-то через пару недель мне рассказали, что того мужчину поймали. По крайней мере, по описанию мужчина в костюме и по фотографии, которую я увидела потом в новостях,
хоть оно и было замазано, и было ясно, что это он. В общем, оказалось, полиция его уже давно разыскивает, так как этот человек был психически больным и совсем недавно сбежал из психбольницы. Если я не ошибаюсь, его 17-летнюю дочку зверски убили, и с тех пор он так и не оклемался. Об этом случае писали в новостях, и там также упоминали то, что отец ребенка не смог справиться с травмой. Он стал очень агрессивным, и у него появились какие-то галлюцинации. Оказалось, что он сбежал из психбольницы, но дальше только хуже. Он напал с ножом на другого мужчину и забрал у него костюм. Точнее, он вроде как сначала пригрозил, забрал костюм, переоделся, а затем пырнул его в живот или что-то такое. Я не очень помню на самом деле. В общем, мужчина выжил и тоже написал заявление в полицию. И тут я поняла, тот самый костюм даже не принадлежал ему. Затем, как, по крайней мере, гласит история, он напал на другого мужчину, но в этот раз с летальным исходом. Как говорили СМИ, в этих мужчинах он видел убийц своей дочери, так как тот человек, у которого он украл костюм, говорил, что этот безумец, как он его называл, говорил что-то про дочку и обвинял, что это он убил его дочь. Я пыталась найти фото его дочери в интернете, так как на этот небольшой поселок это была очень большая новость, и мне кажется, что в моем лице он видел как раз свою дочь, и ее как раз звали Эля. Мне было одновременно и жутко, и грустно осознавать это, и еще страшнее от того, что было бы, если бы во мне он увидел не свою дочь, а еще кого-то, убийцу своей дочери. Такая вот история. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось. Если да, то ставьте лайк. Я надеюсь, что видео получилось не очень коротким. Будьте очень осторожны, заходите на мой инстаграм, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, и увидимся совсем скоро. Пока-пока!